Там у одной девчонки спрашиваю, говорю, слушай, а почему вот это hi, bye, почему, говорю, ты не можешь просто сказать hi, привет, там, пока. Стандартное массовое представление пришло в Америку. Ресторан быстрого питания, Бродвей, Уолл-стрит. Человек, который не верит в Бога, он не может стать президентом Соединенных Штатов Америки. Никаких шансов. Но при этом в речах инаугурационных президентов США слово «Бог» встречается, а вот слово «Христос» нет. Как одно с другим сочетается? Он говорит, а где ты был? Я говорю, в Калифорнии. Он говорит, нет, ты в Америке не был. Ты Ты был в Калифорнии. Кока-кола — это религия. То есть это написано в любом учебнике истории. Чем питается американская культура от Достоевского, если для Достоевского Христос — это все? А мы можем сказать, если об обратном влиянии, что Довлатов отчасти наследник Хемингуэя? Конечно. Ну что такое Фолкнер? Ну частично это сборник анекдотов. Но это же не по-американски. Вот если мы посмотрим на биографию всех писателей, вы увидите, что это все неудачники в бизнесе. Мы сегодня собрались поговорить об американской культуре, и наши гости в этом смысле сегодня всецело не случайно. Владимир Романович, вы диссертацию написали по гражданской религии в Америке, по политическим наукам. Вы преподаватель культурологии, религиоведения. Андрей Алексеевич, вы филолог, историк литературы, преимущественно англоязычной, английской, американской, современной и прежних веков. Вот об этом поговорим, и я бы вот с чего начал, с такого, может быть, лирического вопроса, но если бы вас попросили назвать один символ американской культуры, который вот первый приходит на ум, когда вы слышите «Америка». Книга, не знаю, произведение искусства, реалия политическая. Вот я, например, слышу слово «Америка», сразу первая мысль — Хемингуэй. Вот для меня вот это сразу возникает. А что для вас из любой сферы, Владимир Иванович? Я не буду совершенно оригинален. Для меня статуя свободы, я могу объяснить, почему. Так. Потому что, во-первых, потому что ее подарили французы, и это тоже важно. Во-вторых, потому что на ней есть строчки из сонета Эммы Лазарус, которые являются прямой аллюзией на слова Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». А там, придите ко мне все, не помню я точно, но, в общем, жаждущие дышать воздухом свободы. Вот. И, по-моему, она была иудейка, Эмма Лазарус. И вот это все в комбинации для меня очень важно, когда мы говорим про Штаты. Интересно. Алексей, наверное, у меня должен быть такой какой-то предсказуемый ответ литературного критика. Я бы добавил к «Статуе свободы», я бы добавил «Американскую трагедию» Драйзера. В художественном отношении это не самый сильный текст, но это мощный текст по воздействию. Это идея американской мечты, которая не реализована, и вот ряд противоречий, которые существуют в американской ментальности, в американском менталитете. С одной стороны, добиваться чего-то, с другой стороны, какая-то вот такая очень важная идея, что человеческие смыслы не реализуются на этом свете. Вот это, мне кажется, очень такой важный момент, и тем более, что эта книга, она еще связана определенным образом с русской культурой, поскольку там он цитирует фактически Достоевского, братьев Карамазовых, пробует какие-то приемы, берет у Достоевского, вот, скажем, идея суда и идея, преступления, такого мысли преступления очень важного. Вот это, мне кажется, важный такой текст. Слушай, здорово. Два ответа, сдающие рамку и направление всего разговора. Опять же, такие, может быть, самые стандартное массовое представление пришло в Америку. Ресторан быстрого питания, Бродвей, Уолл-стрит. А насколько религиозное мировоззрение определяло облик американской культуры, спрашиваю, потому что есть представление о том, что вообще-то это очень религиозное общество, нация, которая по своей специфической религиозности даст фору многим другим. Вот что вы об этом думаете, Владимир Иванович? Я все-таки хочу сказать, что я совершенно дисквалифицировавшийся американист, потому что я в 2000 году защитил диссертацию действительно по политическим наукам, и, собственно, Америкой специально больше не занимался. Вот ни в учебных, ни даже в каких-то... Американист бывшим не бывает. Да, это правда. Не бывает. А второй момент, и это, мне кажется, тоже очень важно, я очень плохо себе представляю именно современную Америку, потому что я последний раз там был в начале нулевых. До этого, я год учился в середине 90-х, потом был в начале нулевых с небольшой такой академической командировкой, и я понимаю, как все стремительно меняется. Вот, скажем, вы сейчас спросили, про это. Я помню, что
еще в конце 70-х кто-то из исследователей американских провел такое специальное, отдельно изучил 28, по-моему, ведущих американских авторов, пишущих о ценностях в США. Вот там Алманд, другие, в общем, известные политологи, философы, мыслители. И анализируя их тексты, он определил 4 ценности, чаще всего встречавшиеся в текстах вот этих исследователей. Это была, безусловно, свобода на первом месте, это была религия, это была собственность и справедливость. Свобода, справедливость. Причем религия, по-моему, на последнем... то есть по частоте использования свободы. Демократии там не было. Не было демократии. Интересно. И тоже, в общем, мне где-то в чем-то это понятно. Вот. Конец 90-х, опять же, самый большой процент религиозности в западном мире давали Штаты, по-моему, по разным оценкам, не меньше 90% точно, иногда доходило до 96%. Подозреваю, что сейчас меньше. Я не видел вот последних исследований, может быть, вы знаете, Андрей Алексеевич. Но... Нет. Но думаю, что... я думаю, что то же самое, но снизилось чуть-чуть. Снизилось, да. То есть, конечно, это, вот если грубо так широкими мазками, это страна, основанная на каких-то религиозных идеях, безусловно, не каких-то, а там христианских, протестантских. Ну, вот я как раз хотел спросить, это христианская религиозность? Да, христианская, но, опять же, вот что мы имеем в виду? В определенном... Она, понимаете, она протестантская, но это вот именно американский протестантизм. Ну, например, чем он характеризуется? Он предельно практический. Да? Вот есть такое замечательное исследование, Даниэл Бурстин, да, он, наверное, американский историк, трехтомник «Американцы. Колониальный опыт», национальный, демократический, да, по-моему. Да. И вот в первой книжке он пишет про то, что американцы не создавали довольно долго ни одного значительного текста в области теологии, теоретического богословия, да, потому что это просто их не интересовало. Или там Вашингтон, отмечают историки, который был очень таким активным участником жизни своей общины, да, протестантской, он вряд ли мог бы англиканское вероисповедание отличить от любого другого конфессионального, просто потому что это не было предметом интереса, знаний и так Абсолютно далее. Верно, вот такая да. вот характерная особенность. Ну а вот в литературе как этот религиозный облик проявляется? Я хотел добавить, что действительно вот как таких американских теологов довольно долго не было в Соединенных Штатах Америки, то есть там впоследствии туда эмигрировал Карл Барт, который стал, в общем, крупнейшим американским теологом, и Пауль Тилих, между ними была большая полемика по вопросам веры, по вопросам керигмы, там, вести, как они понимали, там церковная догматика выстроена Карла Барта в какой-то такой оппозиции к либеральному лютеранству Пауля Тилиха. Но, конечно, Америка, да, она очень религиозная страна, то есть она была, собственно, создана кем? Она была создана, искателями приключений или людьми, которые из экономических причин переехали в Соединенные Штаты Америки, поскольку не могли реализоваться в Европе, где все было уже стратифицировано. И, наконец, конечно, пуритане, кальвинисты, которые, собственно говоря, должны были исповедовать тот вид религиозности, который мне давали, скажем, в Великобритании и так далее. То есть и вот отчасти, конечно, эта религия, она обращена к земле, и она связана с хозяйственной деятельностью человека, и насколько ты как бы избранный, это измеряется твоей хозяйственной деятельностью. Именно поэтому американцы всегда стараются, как у нас говорят, изображать из себя успешного человека. То есть если ты успешный человек, значит, тебя любит Бог. Но важно понимать, что Америка — это все-таки не единый монолит, а это лоскутное одеяло. Вот сколько штатов, сколько лоскутков. То есть Америка, как бы вот, когда мы к ней приближаемся, это некая сборка. То есть ты ее можешь представить такой, какой ты... то есть все зависит от того, кто на нее смотрит. Она может быть там пасторальная, там изумительная природа. Она может быть деловая, это действительно Уолл-стрит. Она интеллектуальная, и это кампусный мир. Она религиозная, и вот мы встречаем там менонитов, там, которые до сих пор живут, как будто сейчас на дворе там 17 или 18 век. Но, конечно, вот такая жесткая кальвинистская религия,
она была адаптирована. То есть возникло унитарианство, которое более приспособлено к буржуазному обогащению. Потому что с точки зрения кальвиниста ты приходишь в этот мир ногой, и ты из него уходишь. Это не значит, что не надо заниматься хозяйственной деятельностью, надо еще как. Вот. И вот здесь, конечно, они себя воспринимали, это очень важно, как новые Адамы, новые Евы на такой благословенной земле, возделывать свой сад, создавать земной рай. Да, поэтому, конечно, религиозность является основой вообще американского сознания. Это очень важный момент. Можно в продолжение просто хотел добавить? Это когда Вебер, Макс Вебер, когда он путешествовал по Штатам, он описывает это разговор с одним камевояжером, который сказал, тоже очень американская такая фраза. Он говорит, вообще, мне говорит, все равно, во что человек верит, там, как он верит, все. Но если он не верит ни во что, я ему не доверю даже 50 центов. На каком основании, на что я могу рассчитывать, почему он мне их должен отдать, если он ни во что не верит. Вот вера как базовое условие любой коммуникации, в том числе и вот в политическом пространстве. Да, кто-то из отцов-основателей сказал, что лучше вернуться к греческим богам, чем доверить правление правительству атеистов. Знаете, это для американцев совершенно однозначно, да? Это совершенно четко. Абсолютно верно. То есть человек, который не верит Богу, он не может стать президентом Соединенных Штатов Америки. Никаких шансов. А почему вы называете кальвинизм жесткой религией? Кальвинизм достаточно жесткая религия. Во-первых, кальвинисты не разделяют земную жизнь и жизнь, как сказать, духовную. Они создают пытаются создать теократическое государство. Во-вторых, кальвинисты искренне полагают себя прямым орудием Господа. То есть, например, там президент Вудро Вильсон, он периодически, хотя он не был кальвинист, но он искренне считал, что его политические оппоненты одержимы демонами и так далее, а вот он орудие Господа и так далее. То есть это идея такой богоизбранности. Ну и вообще жесткие правила. Работа, создание земного рая, предписаний очень много. Пуританизм считается, в принципе, жесткой религией, разумеется. Да, Он связан с неразделенностью, собственно, духовной жизни и жизни деятельной. Такая тотальность такая. Конечно, которую нужно потому применить что в жизни. В апостольских церквях, насколько я понимаю, это все-таки разводится. В подтверждение просто хотел сказать, что сам Кальвин, даже понятно, что, еще раз скажу, что американский протестантизм, он от европейского отличается, но все-таки сам Кальвин, например, в своем учении, он вообще говорил, что человек есть душа и тело. Он даже это трихотомическое строение по апостолу Павлу, дух, душа и тело, он не акцентировал. Без духа. Да, душа, да. Не то чтобы без духа, но дух — это часть души, как-то сейчас я уже детали не помню, но точно такое двусоставное, да, хотя в христианстве встречается и то, и другое, да, но Кальвин, потом теория предопределения, которую очень важно. Они возводят к Августину, конечно, все, да, но все-таки наиболее из трех, если мы возьмем Цвингли, Лютера и Кальвина, то, конечно, у Кальвина основателей протестантизма, да, то в наибольшей степени у него наиболее последовательно. И эта идея предопределения, о котором мы не знаем, как это работает, но мы все предопределены. Да, и Господь тех, либо кто предопределен к гибели, Он и не дает им. В нашей земной логике это звучит как, что у них нет шанса, он им не дает возможности двигаться в правильном направлении. Это звучит как жестокость Бога. Кальвин так не считал, он просчитал, что это нашему разуму недоступно это понимание, что, в общем, правильно, потому что промысел, конечно, не есть что-то такое в человеческой перспективе. Нам, действительно, людям, обремененным временем, пространством, непонятно, так сказать, как это работает. Но в его логике это все-таки есть это предопределение. И я все-таки еще бы об одной составляющей американской культуры, в том числе и политической, хотел бы сказать, как раз-таки не христианская, это, конечно, римская идея, начиная от того, что римская птица становится, так сказать, да, гербовой печатью, американский орел, да, это римская птица, и латынь штудируют первые, так сказать, студенты, американцы, Сенат, Капитолий, да, все это, конечно, римские эти светотени античности, которые, очевидно, совершенно ложатся на американскую землю. Абсолютно верно, да. Я бы сказал, может быть, добавил по поводу предопределения. То есть, действительно, мы не знаем, Бог с точки зрения кальвинистов, он сильно абсурден, во-первых.
и к нему не существует никаких лестниц. То есть те лестницы, которые выстраивают апостольские церкви, вот таких лестниц ни Лютер, ни Кальвин не предполагают. То есть добрыми делами мы не спасаемся. Мы спасаемся только верой. И вот здесь действительно действует предопределение, и Кальвин пишет, что Господь, на наставлениях, что Господь Бог не меняет своих решений, и заранее все было предопределено. Кто будет спасен, кто будет проклят. Это не значит, что проклятым людям можно расслабляться. Но заранее, до сотворения мира, все было предопределено. А вот как, Владимир Иванович точно сказал, что это неизвестно. Вот в этой главе наставлений он не дает ответ. Но очень важно, что он говорит. Он, по сути дела, развивает вот эту идею рабства воли, про которую говорил Лютер. То есть, что он говорит? Что человек рождается либо плохой, либо хороший. Плохой человек по определению не может совершать хороших поступков. Он их, видимо, если он их совершает, то это ради показать собственную власть, ну и так далее. Или покрасоваться перед другими, покрасоваться перед собой и так далее. Хороший человек не может совершать плохих поступков, потому что он хороший. И, в принципе, выбора не существует. Вот это Кальвин говорит. Вот это ошибка апостольских церквей, что существует свобода выбора, потому что ее на самом деле нет, потому что человек либо с Богом, либо с дьяволом. И то есть, если предположить, что существует свобода выбора, то это означает, что есть какое-то поле, нейтральная полоса. Вот можно выбрать туда пойти, можно туда пойти. Нет, ты не можешь выбрать. Ты идешь либо по одному пути, либо по другому. Вот очень интересно то, что вы сказали, что неверующий человек не может быть президентом США. Но при этом в речах инаугурационных президентов США, насколько я понимаю, слово «Бог» встречается, а вот слово «Христос», например, нет. Как одно с другим сочетается? Ну, это как раз, собственно, вот задавшись этим вопросом, замечательный американский социолог религии Роберт Белла и придумал свою концепцию гражданской религии, которой мне пришлось заниматься. У него была такая статья в 1967 Civil Religion in America, где он говорил о том, что в Штатах существует, он называл это религиозным измерением, religious dimension, особое, которое он стал называть гражданской религией. Забегая вперед, скажу, что к концу жизни он перестал использовать этот термин, поскольку считал, что разные исследователи настолько вольные давали ему трактовки, что первоначальный смысл, вкладывавшийся туда от Беллы, он был потерян, и он отказался от собственной концепции, ну, по крайней мере, от термина. Хотя у него несколько книг написаны, посвященные вот этому феномену. Ну, если кратко, то он анализирует на тот момент все речи американских президентов и обращая внимание на то, что все они христиане, все, кроме Кеннеди, протестанты, Кеннеди католик, все говорят о Боге, никто его не называет Иисусом Христом. Ну и вот, собственно, из этого он выводит, что есть особое религиозное измерение, которое не является ни одной из традиционных религий, то есть оно обязательно присутствует, не является ни одной из традиционных религий, но дает возможность, то есть вот эта вот редукция, когда мы убираем конкретику, которая позволила бы нам идентифицировать твою конфессиональную принадлежность, она позволяет обращаться ко всей нации, не задевая никого, не обижая никого, но показывая, что вот вера есть безусловное основание, собственно, вот этого вот нашей республики, да, нашего, так сказать, гражданского консенсуса. И это обязательная вещь. А вот, может быть, я сейчас пальцем в небо попадаю или за уши протягиваю, а вот в литературе американской вот эта вот специфическая религиозность, вот эта ее черта такая, Бог, но не Христос, как-то себя проявляет? Ну, по-разному действительно это происходит. Во-первых, действительно, американская литература, она в основном практически вся религиозная. Даже если почитать Ирвина Шоу, ну, популярный, в общем, писатель, даже там мы находим эти следы. Даже у писателей, которые, в общем, разделяют какие-нибудь леволиберальные взгляды и почти атеистические, все равно существует идея Бога как чего-то абсурдного, как, например, у Курта Воннегута. Все равно обсуждение происходит, потому что все люди ходили в воскресную школу, все люди все обсуждали. Ну, вот фигура Христа действительно немножко убирается. Я думаю, я отчасти это связываю еще, может быть, и с кальвинизмом, потому что, или с унитарианством, потому что все-таки они в большей степени рассуждают о Ветхом Завете.
Они в этом смысле немножко похожи на иудеев, они обсуждают в основном Ветхий Завет, конечно, это христианство, признание Троицы и так далее, но вот о Христе как-то вот Кальвин пишет гораздо менее интересно, чем когда он анализирует книги, например, Ветхого Завета. Может быть, поэтому, ну и потому что Бога как бы нельзя рисовать, нельзя предъявлять и так далее. Но американская литература с самого начала была проникнута религиозностью. Собственно, ведь литературы как таковой не было. Были очерки, были хроники, там, Брэдфорда «Поселение в Плимуте». Вот это один из первых таких текстов. Художественного там тоже не было, поскольку пуритане небольшие были поклонники искусства, театра, потому что искусство — это лень, праздность, аристократические какие-то добродетели, а тут земной труд, а в основном кальвинисты занимались тем, что вели дневники, где фиксировали, но свое какое-то такое духовное состояние, фрагментарность. И вот когда, собственно, появляется настоящая американская литература, это Ральф Уолдо Эмерсон, ну, это вот можно сказать, что автобиография Франклина, но фактически там в середине 19 века, ну, в первой, в общем, половине появляется Ральф Уолдо Эмерсон, Тора. Это тоже, это скорее такое преодоление унитарианства, это трансцендентализм, это уже как бы такая особая стадия протестантизма. Но все время будет присутствовать вот этот элемент. А Христа, да, в общем, не так много, вы правы, да. А можно я просто в продолжение хочу сказать, что действительно протестанты вот как-то апеллируют, вообще протестанты, не только американские, к Ветхому Завету. И это как раз связано с тем, о чем Андрей Алексеевич говорил. Да, это о том, что ты должен как-то вот эту свою избранность обнаружить в жизни. И обнаруживается она вот в этом ветхозаветной парадигме. Если ты все делаешь правильно, то у тебя здесь, на этой земле, все получается. Да? Ну, то, что вот Вебер пытался анализировать. Но у американцев это действительно каким-то особым прагматизмом пронизано. И я вот насчет американской литературы сейчас не готов говорить, тем более в присутствии уважаемого коллеги. А вот русскую вспомню, «Одноэтажную Америку» Ильфа Петрова. Там есть, ну, конечно, понимая, что это идеологически во многом, наверное, такой сделанный текст, но там есть такой потрясающий, точный, очень точный эпизод, когда они, путешествуя, попадают, ну, в какой-то место, где, в общем, встречаются с проповедниками. Уж не помню, там, какой деноминации, ну, не суть важно. И не без присущей, так сказать, жесткой иронии или даже сарказма они пишут, что каждый выступающий, авторы пишут, значит, что каждый выступающий, он говорил по одной схеме, что раньше я пил, курил, там, ругался бранными словами и так далее, а сейчас я поверил в Христа как своего личного спасителя, и у меня есть такой замечательный радиоприемник. И создавалось впечатление, пишут авторы, что достаточно поверить в Христа как своего личного спасителя, и у тебя тоже будет такой же замечательный радиоприемник. Но вот не знаю, что имели в виду авторы, что для них было важным, но в каком-то смысле это очень точно. Это результаты веры реализуются вот в земной перспективе, причем такой вполне материальный, да? Вполне вот успех, который может измеряться, ну, на тот момент в том круге, к которому обращались, социальным, да, вот радиоприемником, например. И еще нельзя забывать, что у них вот такой момент тоже я бы дополнил, существуют какие-то такие секулярные религии. Вот это парадокс. То есть, например, Кока-Кола – это религия. То есть это написано в любом учебнике истории. Не знаю, Кока-Кола – это религия. То есть ты не можешь при американце ругать Кока-Колу. Хотя, как бы, а что с ней еще делать? Что про нее еще можно хорошего сказать? Вот, опасно для здоровья. Если ты не американец. Наверное, американец может поругать сам. А вот я один раз попробовал, да. И что сказали вам? Ну, сказали, что... Мне сказали, что, ну, потому что ты дикий человек, нецивилизованный. Ты пьешь, как ты можешь пить, например, квас. Это самое ужасное, что можно пить. Я так немножко удивился. И, ну, например, вот Кока-Кола, Пепси-Кола, это все формы религии. Микки Маус, например, это тоже как бы религия такая. Ну, особая такая, секулярная. Вот эти формы религиозности, они в Америке присутствуют. Это тоже связано с протестантизмом, с их вниманием именно к этой жизни, к земной, к повседневности. А если вот вернуться в политическую плоскость, то, конечно, таким вот божеством, да, или монархом, как иногда говорят, является Конституция.
Вот монарха в Штатах нет, а Конституция в каком смысле? Да? Это не мое, так сказать, наблюдение, это был такой замечательный консервативный мыслитель американский Рассел Кирк. Вот он там говорит о том, что поскольку эта Конституция, ну вот из существующих дольше всего, да, из рабочих конституций, работающих, да, причем она возникает в эпоху, когда в основном монархии в мире, да, это вот первая республиканская, она существует до сих пор, и она с течением времени становилась только вот авторитетнее и приобрела такой сакральный статус. И она обладает вот этим таким как бы божественной защитой, как монарх, да, потому что вот как в английском праве говорится, что король не может, у нас это переводит, король не может ошибаться, the king cannot do wrong, что-то такое, да, то есть, в общем, он всегда над, да, если что-то происходит, в отставку уходит правительство, короче как говоря. Король выведен из общественного договора, как писал Томас Гоббс, да, он выведен из общественного договора. А вот эту роль в Штатах играет Конституция, вот она существует, и знаете, я вот сейчас вспомнил, есть этот замечательный переводчик Джулиан Лоуэнфельд, американский, да, который, помните, мы делали с ним интервью, и он рассказал потрясающую совершенно историю. Я вот до сих пор пытаюсь как-то осмыслить, а он адвокат, помимо того, что он переводчик. И он защищал человека, который проехал на красный свет, его остановили, полицейские увидели, что он нервничает, открыли багажник, там лежало оружие, снайперская винтовка. Короче говоря, оказалось, что он киллер, и это, в общем, понимал Лоуэнфельд, который его защищал, но он, поскольку они не имели права, по Конституции, как мне сказал Лоуэнфельд, они должны были его попросить, он должен был открыть сам, этого не было сделано, он фактически как адвокат развалил дело, поскольку в суде, да, было процессуальное нарушение, да, не имели права открыть багажник, то есть все понятно, он киллер, снайперская винтовка, в суде было доказано, что полицейские нарушили действующий закон, и он был отпущен на свободу. Ну и Лоуэнфельд говорит, что я вот потом ему сказал, там, никогда тебя больше не буду защищать, если узнаю, что ты продолжаешь этим заниматься, там, и так далее, и так далее. И когда я его спросил, а как, ну вы же понимаете, что вы убийцу защищаете, вот как? А он говорит, я очень мучился, но нельзя насиловать Конституцию. Он сказал, что они нарушили Конституцию, полицейские. Этого делать нельзя. То есть для него, хотя он сказал, что я до сих пор, вот я даже перепроверял потом, чтобы вот не соврать, он сказал, что я до сих пор мучаюсь, правильно ли я поступил, но логика его действий продиктована была тем, что есть вот этот высший закон, который нарушать нельзя никому никогда. И пусть ничего хорошего, конечно, в убийстве, в профессии человека нет, но вот такая история. Что, по закону или по совести? Да, это важно. Да, действительно, соблюдение конституционных норм и правил – это важно. Хотя, собственно говоря, мы знаем в истории США примеры, когда президенты вторгались практически и принимали большое количество антиконституционных решений. Оба Рузвельта. История с Панамским каналом и его захватом Соединенными Штатами Америки и созданием государства Панама, она была именно связана с антиконституционными ходами. То есть госсекретарь объяснил Теодору Рузвельту, что это антиконституционно, а Рузвельт сказал, ну какая может быть конституция между друзьями? Ну, а Франклин Делано Рузвельт в связи с новым курсом, он вынужден был действительно сделать какие-то важные антиконституционные шаги. Но это было неизбежно, потому что Америка лежала фактически, это была экономическая руина в 1932-1933 году. А вот еще одно явление, насколько оно может претендовать на такой тоже статус квазирелигиозной святыни, политическая корректность? Это относительно недавняя игрушка. Эта игрушка где-то связана с достижениями культуры 60-х годов, когда Америка была крайне открыта, когда кампусы были зоной дискуссии, когда вообще Америка была дискуссионной большой зоной. Ну и вот когда за свои права боролись, во-первых, женщины, во-вторых, афроамериканцы, было большое движение, в-третьих, всякие разного рода меньшинства, в том числе и сексуальные меньшинства. Это был такой кампусный бунт, это кампусная игрушка, которая, в общем, через некоторое время, в 80-е годы, с приходом, естественно, республиканцев стала превращаться в такое очень неприятное оружие репрессий. Потому что люди, которые ратовали за эту политическую корректность в 60-е годы, они были крайне изумлены, во что
это превратилось. Но это вот такая кампусная игрушка, которая превратилась в такой страшный молот, и это как бы такое бедствие для культуры, потому что нельзя ничего сказать, чтобы никого не обидеть. Да. Я вот совершенно с этим согласен. Это вот по известному правилу, что революция, так сказать, пожирает своих детей, потому что понятно, что люди, которые стояли у истоков и боролись за права, они были бы в ужасе от того, что сейчас происходит. Причем вот когда мы сталкиваемся с такими феноменами, как Black Lives Matter, это уже не смешно. А вот когда я непосредственно занимался тем, что происходило в Штатах в конце 90-х, тогда все-таки такие были, знаете, скорее комические, может, истории. В одной книжке, автора я сейчас не помню, назывался она United States of Anger, да, как Соединенные Штаты гнева, да, где приводился пример, значит, штат Флорида, женщина вызвала полицейского, потому что в прудик возле ее дома заполз крокодил. И она спрашивает у полицейского, что вы собираетесь делать с этим, указывая на этого огромного, значит, крокодила. Он говорит: мэм, я собираюсь арестовать вас, если вы причините ему какой-то вред. И дальше, говорит, согласно такому-то правилу, крокодилы появились здесь раньше людей, и поэтому мы, как полицейские, я, что называется, за что купил, я это читал своими глазами. Это очень похоже на правду. Английским по белому. И она говорит, но это же не по-американски. Вот интересно, это к тому, о чем Андрей Алексеевич сказал, да, что получается результат не соответствует тому, что планировалось. Это же не по-американски. Мы сказали, что характерно для американской культуры, литературы, публичного дискурса использовать слово «Бог» и выносить, собственно, мысль об Иисусе Христе как Бог-человек за скобки. Но тогда чем питается американская культура от Достоевского, если для Достоевского Христос — это все? Они что-то свое берут у Достоевского? Тоже надо уточнить вот этот момент. Мы не договорили эту тему, касающуюся Христа. Но это не всегда, и не у всех. Там, например, у Абдайка обязательно Христос присутствует незримо. Обязательно он присутствует у Селлинджера, и он даже называется, вот он обозначается там словом толстая, некрасивая тетя, и Селлинджер прекрасно понимает, что в каждом человеке есть Христос, он об этом, собственно, и говорит в своих повестях, вернее, подводит нас к этой идее, что если ты оскорбляешь другого человека в формате, там, не знаю, левацкого бунта и так далее, ты оскорбляешь в его лице Христа. И, собственно, все тексты Абдайка, они не религиозные тексты, это светские тексты, разумеется, но они проникнуты религиозной идеей, конечно, поэтому тут я бы внес какие-то уточнения, касающиеся именно 20 века. То есть этот момент присутствовал. Ванигут тоже рассуждает там о Христе, там по-своему он трансформирует евангельскую притчу в таком либеральном несколько ключе. Как человека-бога он его пытается изобразить. Там, уже не понятно, что он хочет, потому что он и так атеист. Но в целом тоже Христос присутствовал. Да. Это надо уточнить. В 20 веке он появляется. Я тоже просто добавить, прежде чем к Достоевскому перейдем. Это, конечно, и в практике религиозности. Вот смотрите, одна из самых чаще всего приводимых протестантами цитат, любой американский юноша, который более-менее религиозное образование получил, он эту цитату точно знает, сразу приведет. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Она просто даже в некоторых изданиях Библии на английском языке, независимо от того, она выносится на первую страницу. Да? Поэтому это такая, в этом смысле, и даже это живое чувство у меня был. Есть у меня друг, довольно близкий друг, американец, он стал православным, но он всегда говорил, что мне дал протестантизм, это ощущение живого Христа. Да, а православие делало традицию, глубину, богословие, а ощущение того, что Христос... Причем, знаете, вплоть до каких-то примитивных, я помню, моя однокурсница говорила, я сейчас говорила с Богом, села на кровать, сказала, привет, Господь, я хочу... Но это именно Христос, они говорят с Христом. Если говорить... Отлично, что уточнили. Да, если говорить, конечно, о Достоевском, то тут несколько важных моментов. Помимо Христа, конечно, тут принципиальный момент. Достоевский всегда мыслил политически, то есть, например, в «Братьях Карамазовых» он рассказывает нам по существу что?
как погибнет Россия. Вот он это объясняет. Он это объясняет на политическом уровне. Кто убьет Федора Павловича? Кто убьет Россию? Россию убьет Смердяков. То есть низкопоклонство перед Западом, либерализм, лакейство. Вот он это рассказывает. Потом он начинает выявлять психологические основы и объясняет нам, что все три брата — это в три формы сладострастия. Сладострастие интеллекта, сладострастие чувств. И, наконец, самая страшная вещь — сладострастие духовности. Вот эти три формы, они как бы убьют, условно говоря, Америку. Это все убивает Бога в человеке. Соответственно, естественно, американские писатели эти моменты в той или иной степени заимствуют. Фолкнер практически все заимствует, даже цитирует Достоевского периодически, использует мотивы. Селлинджер, Апдайк. Какие романы, кстати, Фолкнер больше всего цитирует? Ну, например, Фолкнера тоже, например, в «Шум и ярости» там «Три брата». Фолкнер, вот если Достоевский говорит, например, о гибели России, то Фолкнер рассказывает о гибели Америки. Как погибнет, собственно, Америка? Ну, он берет юг. Да, юг-то и есть Америка там для него. Соответственно, он показывает, как юг трансформируется во что-то, на что уже он перестает быть похожим. Дальше Фолкнер делает то же самое. Он показывает психологические основания убийства Бога. То есть там один герой нарциссичен, сосредоточен на себе, живет в настоящем. Следующий герой живет идейными, эстетическими, этическими представлениями, которые не соотносятся с меняющейся реальностью и не принимает мир, а задача христианина именно принять мир в его абсурдности. Человеческих смыслов в мире нет, но есть замысел, замысел абсурден, его надо принять. И, наконец, третий вариант, там, Джейсон, это человек, который ропщет на Бога, который утверждает, что жизнь несправедлива. Вот каждая страница романа говорит, жизнь несправедлива, несправедлива, несправедлива. Вот. А мы понимаем, что жизнь справедлива, несмотря на то, что ужасы, которые с тобой происходят. Ну, а так Достоевский использует разные, то есть Фолкнер использует разные там, модели чисто организации текста, там, не знаю, защита чести сестры, например, во второй части романа «Шум и ярость», мы понимаем, что он нас отсылает к взаимоотношениям между братом и сестрой в романе «Преступление и наказание». Там он вспоминает бесов, которые вселились в свиней, да, Достоевский в «Бесах». Ну, Фолкнер это тоже вспоминает. Там Драйзер, например, рассказывает про мысли преступления. То есть все три брата, в принципе, хотели убить, но не убили, но думали об этом. Кто-то сознательно, кто-то бессознательно. Ну, соответственно, Клайд Гриффит, он же не убил. Хотел убить, но не убил. Да, и много таких мотивов. То есть, как бы, там человек не может раскаяться, да, у него какая-то есть идея. Вот, там у Родиона Романовича Раскольникова, вот, когда он совершил это преступление, потом понял, что что-то не так происходит, да, не получилось. Он решил, что он бездарен. Ну вот там с Квентином, Компсоном, там в романах происходит примерно такая ситуация. Он там не смог вести себя как джентльмен юга, и потом он подумал, что, наверное, потому что я бездарен. На самом деле просто этих ценностей не существует. Вот, много таких цитат, например, у Драйзера это есть, у Селлинджера есть, Апдайк тоже использует Достоевского. Он такой американский писатель, по сути дела. Он, да, не меньшее влияние оказал больше, мне кажется, повлиял на американскую литературу, чем на нашу, правда? Как у вас, как в читателе и почитателе Достоевского, да, это я, отзывается? во-первых, я с огромным интересом вот слушаю Андрея Алексеевича и слушал раньше вот этот тезис ваш о том, что он американский писатель, всегда у меня вот вызывал тоже отдельный интерес. И у меня нет, конечно, никаких систематических здесь взглядов, я никогда этим не занимался. У меня есть такая вот, сейчас пришла в голову такая гипотеза, может быть, она, кстати, ложная, тогда вы меня поправите, но мне кажется, что поскольку Толстой и Достоевский, как Толстоевский, как иногда говорят, действительно, без них вот мировую литературу 20 века представить себе невозможно. Вот мой любимый пример — это японский писатель Сюсаку Эндо, да, который пишет «Уважаемый господин дурак», роман, так он у нас в русском переводе называется, ну, собственно, это дословный, насколько я понимаю, перевод японского названия, это, собственно, «Идиот» в японском таком исполнении, вот, и он этого не скрывал, да, что там даже сюжетные, так сказать, переклички, хотя это роман о японце, там, о Японии, вот, поэтому мне кажется, что это отчасти такое, не то чтобы даже правило хорошего тона, но, знаете, как вот такой некий джентльменский набор интеллектуала, и процитировать Достоевского, да, помимо всего прочего. Вот я смотрю сериал, по-моему, это сериал уже даже не нулевых, а более поздний, «Менталист».
американские. И вот ничего не предвещало, как в одном из сезонов сидят два детектива, постарше и помоложе. Этот, который помоложе, а в машине того, который постарше. Он открывает бардачок, значит, достает книгу «Достоевский идиот». Странно, что не «Преступление и наказание». И он говорит, это, говорит, хорошая книга. А второй на него так смотрит с удивлением. Говорит, это Достоевский. Говорит, это Достоевский. Тот говорит, ну это хорошо или плохо? И он даже его не удостаивает ответом вторым. Он просто отворачивает голову. Тот говорит, все понял, все, кладет обратно. Ну вот с чего бы это, да? А второй момент, это помните, как раз-таки тоже Лоуэнфельд, когда мы с ним беседовали, он вдруг сказал, что Коломбо, детектив Коломбо, лейтенант Коломбо, да, тоже Коломбо, сериал, да. Что это же, говорит, Порфирий Петрович. Да, это Порфирий конечно, Петрович, который... конечно. А вот вы же и убили... Да, действительно, конечно. Причем я, когда где-то это сказал, мне кто-то говорит, так это сознательный ход режиссера. Я, честно говоря, в этом очень сомневаюсь. А может быть и нет. Может быть, действительно режиссер. Да, то есть это действительно вот Порфирий Петрович. Порфирий Петрович, да, правда. Это действительно Порфирий, он же... Порфирий Петрович именно так себя и ведет. То есть он заранее все знает. Да. Но вот он должен его самого подвести к этой ситуации. Интересно. Да, это Порфирий Петрович. Образ Порфирия Петровича у Генри Миллера есть тоже такой какой-то шпион, значит, такой полицейский, который тоже вот так себя ведет, и в романе «Тропик Козерога», да, вот он там использует вот прием Порфирия Петровича. Да, это действительно интересно, да. Я не думал об этом, но это прямо на поверхности лежит, да. Я почему-то вспоминаю, как Хемингуэй в «Празднике», который всегда с тобой, обсуждая с каким-то собеседником, как писать, что такое правдивая литература, вспоминает, что Достоевский, но не написал ни одного, значит, своими словами, красивого слова. Но как это правдиво, как это it's true. Да, это очень похоже на Хемингуэя, его заявление, потому что он действительно не писал красивые слова, он не работал практически с метафорами, он создал телеграфный стиль, он создал вот как бы такую зрительную реальность, да, то есть он называет предметы, такой телеграфный стиль, все четко и без метафор, без каких-то вот этих сложностей. То есть такое интересная феноменологическая проза, еще все мысли и ощущения выносятся за скобки. То есть видимое изображает. И тут нужна вот, кстати, полная прозрачность и вот этот аскетизм языка. А вот вопрос у меня сейчас возник. А мы можем сказать, если об обратном влиянии, что Довлатов отчасти наследник Хемингуэя? Конечно. Только так. И Довлатов сам об этом говорил. Собственно, он несколько скептически отзывался о русской прозе вот типа Достоевского и Толстого. Говорил, что вот это свойство России создавать такие большие нарративы, глубоко о чем-то думать. А вот я скорее сторонник такой именно американской литературы. И тут очень важный момент. И очень хорошо, что вы это сказали, потому что особенность, вот о которой мы в самом начале сказали, которая там первый увидел Уитман, это фрагментарность Америки. Вообще американцы не любят большие нарративы. Они у них есть, но они у них неудачные. То есть, условно говоря, вот какой-то там должен быть эпос американский, если представить себе. Там это не поэма про Колумба, а это вот сборник анекдотов Фронтира. Ну что такое Фолкнер? Ну частично это сборник анекдотов, на самом деле. Ну при всем гениальности, сложности. Марк Твен. Если вы почитаете, например, Тома Сойера, это сборник анекдотов. То там только к концу сюжет вырисовывает. И более того, это довольно расхожие анекдоты. С покраской забора это довольно расхожий анекдот. Короткая фрагментарная проза, но то же самое у Хемингуэя, фрагментарность. И это свойство прозы Сергея Довлатова, который очень любил, естественно, Битников, и, естественно, Хемингуэя любил. И вот эта фрагментарность Довлатова, это отчасти из Америки. Америка очень любит фрагментарные тексты. Короткие такие, вот идеально жанр новеллы. Даже романы у них такие вот... как сборки такие присутствуют. Да, они странные, действительно. Давайте теперь к волнующей теме, о которой уже отчасти Иван Алексеевич сказали. Американская мечта. Вот что это для вас изнутри как бы вашего бэкграунда, Владимир Романович? Ну, понятно, что это один из таких основополагающих мифов американских, да, на которых культура, страна, общество строится. Вот, это, конечно, связано вот с идеей града на холме, да, что вот такого земного рая. Он имеет очень много разных измерений, начиная от бытового. Я вот помню, когда мы учились в университете, я там у одной девчонки спрашиваю, говорю, слушай, а почему вот это hi, bye, почему, говорю, ты не можешь просто сказать hi?
ну, привет, там, пока. Она говорит, ну как, почему? Она так удивилась, говорит, все должны видеть, что... Она говорит на полном серьезе, что я счастливая американская женщина, у меня все хорошо, у меня все замечательно. Там, потому что больше, вот первое, что меня поразило, но там, правда, еще был контраст, когда я из Москвы переехал в небольшой довольно город в Северной Калифорнии, вот где я учился, Чико, да, и когда, что все улыбаются, все здороваются, почти как в деревне, да, вот ты по улице идешь, люди с тобой здороваются. Университетский небольшой городок. Вот. Но, кстати сказать, вот в подтверждение того, что сегодня уже звучало не раз, конечно, я помню, что когда я вернулся из Штатов, мой американский знакомый, я говорю, вот я год пробыл в Америке, он говорит, а где ты был? Я говорю, в Калифорнии. Он говорит, нет, ты в Америке не был. Ты был в Калифорнии. Это совершенно другая история. Колорадо, Денвер, вот это Денвер, там, Колорадо, Небраска. Вы так хорошо же согласились. Вот это Америка. Нам непросвещенным объясните, а в чем разница? Это гламур, конечно. То есть это гламурная Америка. Но это как, конечно, это как, вообще два таких центра, три, я бы так сказал, все-таки восточное и западное побережье, там еще есть Орегон, есть еще Сиэтл. Вот. Но это как Москва и Петербург примерно, два таких центра. В Нью-Йорке все ходят в болотно-черном цвете, в Калифорнии все в белом. Там одни голосуют за республиканцев, другие за демократов. При этом два таких тоже интеллектуальных центра. Это интересно, да. И разница есть. Москва все-таки это не Россия, да. Россия — это что-то другое. Но видите как, у нас в чем... Так же и Америка. Да, но здесь есть, вот, на мой взгляд, фундаментальная разница в том, что Россия — это столица-ориентированная страна. Именно столицей. Когда Питер был столицей, все было провинцией, включая Москву. Да? И поэтому сегодня тоже есть, не при Андрея Алексеевиче будет сказано, такое питерское ахвычное. Вот вы, а мы... просто не потому, что Москва лучше, потому что Москва столица. Вот у нас столица-ориентированная страна, и в этом ее... в том числе и слабости большие, в том числе и по скоплению людей. Нельзя при таком, это плохо, да, для развития, для экономики, для всего. Когда все концентрируется, включая население. Да, и капитал. Да, и капитал. Да. Вот в Штатах это невообразимо. Да, нельзя конечно, сказать, что лучший университет. Что такое Вашингтон? Вообще ничего. Маленький, это маленький административный город. Но, кстати, к вопросу о снобизме таком, у меня вот как раз мой друг, который я упоминал, он из Вашингтона. И он говорит, мне как-то говорит, языковая особенность, не знаю, с чем это связано, мне кажется, что с таким вот снобизмом столичным отчасти все-таки он присутствует. Он говорит, я всегда могу определить, человек вырос, родился в Вашингтоне или нет. Я говорю, как? Он говорит, по речи. Я говорю, как? Он говорит, мы добавляем вот R там, где его нет. Они, по его словам, вот если правильно сказать Вашингтон, то человек, родившийся в Вашингтоне, скажет Вашингтон. Он добавит, и он говорит, я разговариваю с человеком, говорю, where are you from? Вы откуда? Он говорит, I'm from Washington, D.C. И я у него спрашиваю, where are you from originally? А ты откуда по рождению? Да? А он говорит, как вы догадались? Он говорит, мы никогда не скажем. Да? Мы будем Washington, wash my clothes, да, там, то есть там у них добавляется вот Дорогие друзья, лайфхак. Как сойти не знаю, насколько за это сейчас работает, но это вот было. Мы ушли от американской мечты. Да. Это было очень интересно. Так, возвращаемся к мечте. Да, вот я, может быть, чуть-чуть дополнил бы. Тут, да, очень важно то, что было сказано. Это «Град на холме», представление о Новом Адаме. Но еще такой момент мне представляется важным. То есть в Европе человек не мог реализоваться, если бы у него не было там предков и так далее. Здесь как бы полное обнуление происходит, когда ты пересекаешь океан. Все как бы равны. Вот все зависит уже от самого тебя. То есть ты можешь быть тем, кто ты хочешь. То есть изначально американская мечта — это самореализация. Это не то, во что она потом выродилась в XIX веке. То есть уже трансценденталисты видели, что американская мечта страшно вырождается. Но изначально это состояться в своих глазах. И вот тут очень важный момент. Если ты состоялся в своих глазах, значит, ты состоялся и в глазах других людей. Состояться. Потом это просто мечта превратилась в то, чтобы состояться в глазах других людей. Но изначально я мог самореализоваться, сделать то, что мне не давали делать, например, в Европе. Вот тут страна возможностей, да. И вот этот экономический компонент, вот я бы добавил, да, вот он тоже здесь присутствует. Но ему противодействует такая, в общем, важная трагическая модель,
в общем, протестантское, что все-таки человеческие цели не достигаются в жизни. Это тоже важный момент, он тут противоречит. Потому что если бы человеческие цели достигались, ну, иногда бы это могло бы означать в том числе и, что Бога нет. Как бы, ну, все-таки не человек управляет этим миром. То есть трагическое мировосприятие, оно частично свойственно многим фигурам американской культуры. Вот. Но главное — это состояться в собственных глазах. Изначально было так. Сейчас она выродилась в безобразие. Да? Машина, дом, семья, работа. Все. Это вся американская мечта. Это смешно. Владимир Иванович, вы согласны? Да, конечно. И я думаю, что здесь есть вот внутреннее такое противоречие, но в принципе, то есть вот это вот изначально, это опять же вот эта ветхозаветная идея или такая генетически протестантская о том, что вот эта богоизбранность, она определяется твоей земной реализуемостью, да? Но это действительно глубинный религиозный смысл имеет. Да? Да. Вот. Это точно так же, как, скажем, в иудейской культуре отсутствие детей в семье — это религиозная трагедия, да, потому что потенциально там любая еврейка может родить мессию. Из поля дискуссии она превратилась в какую-то общую такую мораль. Ну вот то, что вы наверняка застали, это 90-е годы, когда кампусы были зоной дискуссионной. Я тоже это, в общем, тогда застал, но вот сейчас это совершенно иначе, да. А так вот, наблюдаешь жизнь, там я вот приезжал в Нью-Йорк в 2012 году, зашел это опять-таки это не Америка, я зашел в район Сохо, условно говоря. Ну вот мы с женой шли, я помнил там галереи, я шел вот туда, чтобы зайти в эти галереи, а там уже нет этих галерей, там Булгари, Сваровский, Оптика, ну вот Сохо стал какой-то... Да, немножко как-то иначе выглядит, вот какое-то такое изменение произошло вот с районами Сохо, но они стали более такие коммерциализированные, менее, что ли, связанные с искусством. Владимир Иванович, вот вы упомянули как раз знакомого, который уезжал в Европу. Тоже интересная тема, о которой хочется немножко поговорить. Меня учили в институте, что было такое движение экспатриантов в американской культуре, вообще в западной культуре, то есть американцы, тот же Хемингуэй, переехали в Европу и стали там жить и работать, потому что индустриальная культура Америки им казалась мелкой, без смыслов, вот, не дающей реализации, а в Европе это еще оставалось. Вот насколько это было так? Там несколько моментов было. Смотрите, во-первых, Америка, это было после Первой мировой войны, был такой массовый заезд, хотя уже, собственно, в 80-е годы появляется масса, не массу, но очень много туристов с бедекерами, которые ходят по, условно говоря, Европе, ужасаются, то есть американцы как-то все у себя поняли, оглянулись вокруг. Генри Джеймс это хорошо описывает, вот туризм 80-х годов. Потом появились трансатлантические лайнеры, и вот изменилось пространство, то есть вот как между Москвой и Питером. То есть, условно говоря, раньше это был целый день или целая ночь, а сейчас это 3 часа. Вот, то есть изменилось пространство, то есть в течение, 3 дня, и ты в Европе, условно говоря, да, с трансатлантическим лайнером. И, естественно, армия оказалась в Европе, совершенно иные нравы, потому что Америка, там люди работают, люди трудятся, люди не занимаются глупостями. И европейские столицы, например, Париж, кругом, извините, дамы низкой социальной ответственности, чего в Америке вот нет. Чего все. Свободные нравы, извините, можно посидеть, можно выпить, можно никуда не торопиться. Курс доллара к франку. Но не единственное. Главное, вообще курс доллара к франку, потому что можно получать достаточно небольшие деньги, публикуясь, например, в американских журналах, и на это дело жить, собственно, так. В Париже. Да. Третий момент, очень важный для богемы. Это важный момент. Дело в том, что все-таки для Америки, несмотря на то, что Америка бывает интеллектуальная, литературная, главное для человека все-таки бизнес. Вот если мы посмотрим на биографию всех писателей, вы увидите, что это все неудачники в бизнесе. Да? Джек Лондон, Шервуд Андерсон, Юджин О'Нил — это люди, у которых бизнес не получился по каким-то причинам. Как утешительно. Вот. Они все занимались чем-то.
это, обязательно работали. Там это унитарианская доктрина или кальвинистская, прежде всего вот это. И все-таки на писателя, особенно на богемного, писатель же не сразу становится знаменитый, он масса неудач, непризнаний, он не сразу к этому идет. Это годы поиска. Соответственно, он живет какой-то богемной жизнью. И это не очень хорошо быть в Америке таким богемным, лентяем и так далее. Надо вот работать, да. А в Европе это хорошо, это романтический флер, вот как там Фицджеральд, Хемингуэй, Дос Пасос, как они жили в Париже, они представляли собой богему, Гертруда Стайн, чем они там занимались? Да, в общем-то, ничем. Вот сидели в кафе, выпивали, праздная жизнь. Для Америки это невозможно. Там была богема, в Гринвич-Виллидж была богема в 10-е годы, там в некоторых районах Сан-Франциско, но это очень незначительная часть. И на нее американцы смотрели с презрением. В конце концов, если ты богемный художник, даже если ты богем, тебе важно, чтобы родители тобой гордились. А когда родителям стыдно о тебе говорить с соседями, вот это страшное дело. Это вот одна из причин, что все-таки в Европе и в России быть бедным художником, это романтично по-своему, да. В Америке это не романтично, это отвратительно, плохо, печать какого-то проклятия и так далее. Я вот хочу здесь вот в дополнение, в развитие, да, сказать, что действительно в Америке все бизнес, и религия тоже бизнес. Причем вот не в том глубинном обязательно смысле, о котором мы говорили, вот связи там с кальвинистскими какими-то идеями, а это просто может стать хорошим бизнесом, потому что я вот не знаю в Европе такого огромного количества как бы культов, что ли, да, таких вот сектантских, как мы их называем иногда, организаций, которые просто зарабатывают очень много. Это, кстати, нашло в кинематографе точно довольно широкое отражение, да, когда люди строят какой-то храм, что-то собирают, да. Обычно это связано вот с такой, собственно, сектантской ментальностью, когда берется, допустим, какая-нибудь фраза из Евангелия, она абсолютизируется, она становится критерием истинной веры. Я просто пример приведу, чтобы долго не рассказывать. Даже книга на эту тему написана, и в свое время мне пришлось этим немножко заниматься. Вот есть фраза, что вы будете брать змей. Да? И вот появился некий предприимчивый американец. В Евангелии. Да, в Евангелии, да, что говорит, что если ты, значит, верующий, вот Христос сказал, будете брать змеи. Вот. И он, поскольку он помимо библеистики занимался еще и зоологией, он понимал, что если гремучую змею взять определенным образом, то она тебя никогда не укусит, потому что ей нужно там, сейчас не помню, как-то там опора какая-то, что-то такое. И он устраивал грандиозные шоу, выносил этих змей, брал, вот, и показывал, что вера твоя. Еще после этого выходили подсадные люди, которые это демонстрировали, и для него, и у него бизнес, так сказать, шел в гору, его не повезло только потому, что стали выходить не подсадные, а настоящие, которые не знали, как надо брать этих змей. Змеи их тут же кусали, они стали кто-то болеть, кто-то умирать, поэтому полиция в какой-то момент его прикрыла. Но таких вот историй довольно много. А вот еще один момент, поскольку мы все-таки пытаемся такой портрет, да, нарисовать американской культуры, мне кажется, мы одну важную вещь, как-то она у нас вот так эксплицитно не прозвучала. Конечно, американец, вот такой среднестатистический, да, мне кажется, до сих пор, он совершенно удовлетворен собой, страной, культурой. Они самодостаточные. Абсолютно да, все верно, лучшее да. в Америке. Это поразительно. Да, нас вообще это не интересует. Поразительно. Да, причем это, знаете, это какие-то формы такие, вот мои студенты, с которыми я учился вот в 90-е годы, это были, конечно, не самые хорошие студенты, как выясняется, но они удивлены были, узнав, что Америка не самая большая страна в мире, например. Я говорю, а вы карту видели когда-нибудь, так сказать, вот географическую? И вот все лучшее здесь. Да, вот вы, наверное, помните, да, если новости посмотришь американские, да. То есть не очень понятно, что делается в мире. Да. Вот от слова совсем. Да. То есть вот там, например, утка, вот я помню, значит, там были новости, утка какая-то ковырялась в помойке и вот нацепила на себя какой-то пластик. Вот она летала, и бригада людей гонялась за этой уткой, пыталась ее как-то поймать, подманить и так далее. Вот этому, собственно, было посвящено прайм-тайм. А новости были кратко, это минута идет, и ты не понимаешь, что вообще в мире делается. Им достаточно. Собственно, посмотрите спорт. В хоккей играют друг с другом. В бейсбол играют друг с другом. В баскетбол играют тоже друг с другом. То, что они называют футболом, они тоже друг с другом играют. То есть им это все неинтересно. Там чемпионаты мира, это все. Это нам интересно, как это было в свое время. А им нет.
Вот как раз вы подводите меня к моему, может быть, последнему вопросу, но важному. Мы же все равно говорим об американской культуре, ну, изнутри своей культуры, через призму того, что мы люди русского сознания. Конечно. Вот то, что вы, Владимир Иванович, сказали, что абсолютно вот Америка собой довольна. Да, для русского человека, который так как-то где-то на подкорке привык все равно каяться за себя, за страну, за свой путь. И за весь мир. Да, и за весь мир, и себя укорять, что не всегда несправедливо, но сидит как нечто совершенно естественное, для, видимо, среднего американца нечто неестественное. Мой вопрос. В чем тяжелее всего нам изнутри русского сознания понять американскую культуру? В чем здесь, что для вас самое, может быть, непонятное, то, что нужно для себя как-то объяснить, как само собой неочевидное, а там это очевидно? Ой, какой тяжелый вопрос, конечно, тяжелый вопрос, да. У меня ответа Надо тут вот сидеть, думать, разумеется. Не знаю, даже трудно сказать. Ну, во-первых, надо, конечно, посмотреть основные книги, которые написаны об Америке. Ну, Макса Вебера, например, «Протестантская этика, дух капитализма», Токвиля. Вот интересный тоже взгляд на Америку извне. Жана Бодрияра, его книга «Америк». Очень хорошая книга. Внешне она написана так в игровом формате, как эссеистика, но видно, что он много чего прочитал, вот, что он там притворяется, что он написал не философский труд. Но это тоже очень интересная книга. Вот он описывает, во-первых, эту страну как утопию. Ну, скорее, даже как симулятор, по-моему, да? Он симулятор, да, Америка симулятор Европы, да, но Европа уже симулятор Америки. Симулятор, да. Бодрияр все время говорит. Симулятор. Копия без оригинала. Копия уже без оригинала, да. Европа уже симулятор Америки, получается. Но там он важные вещи говорит, как реализованная утопия, вот как вот утопия. И тут много, конечно, всяких интересных вещей. Америка мыслится именно как утопия. Даже вот сухой закон в свое время идиотский, который был принят, который ни к чему не привел, кроме как вооружил организованную преступность до зубов, что она стала уже политически значимой. Но это был именно утопический жест. Мы можем на Земле переустроить мир, создать идеального человека и так далее. Вот эти, условно говоря, аттракционы в Кони-Айленд, которые стремились, условно говоря, реализовать любое волшебство внутреннее, любая потребность в волшебстве, вот что ты хочешь. Там потрясающие были эти аттракционы в начале 20 века. Мир ничего подобного даже не знал. Вот это очень подробно описывается там теоретиками города и так далее. И еще, наверное, может быть важный момент. Вот Бодрияр интересно описывает, что Америка — это страна, как сказать, горизонтальная, что это плоскость, об которую разбиваются любые смыслы. Вот это интересная мысль, вот, что невозможно осуществить какой-то смысл, что любая ценность, она в Америке разобьется об эту абсолютную горизонтальность. Это такая интересная философская мысль, и она пронизывает очень многие книги. Дело даже не в том, что вот с одной стороны реализация утопии, с другой стороны неосуществление человеческих смыслов. Вот, это может быть тут какая-то... Но это вопрос, который вы задали, я повторюсь, он крайне сложен. Я совершенно согласен, он очень сложный. Я, может быть, вот размышляя над тем, что только что прозвучало, могу сказать, что и вот возвращаясь, как бы закольцовывая то, с чего мы начали, вот это специфическое понимание свободы, которое имеет очень много разных тоже оттенков, степеней глубины и прочее. Но вот я помню, мы ушли на какие-то там пасхальные какие-то каникулы. И я поехал, у меня удивительная была моя Америка, потому что в горах Северной Калифорнии находился монастырь православный, основанный Серафимом Роузом, да, уникальным человеком, американцем, принявшим православие, ставшим, значит, русское именно православие, русскую традицию, да, и после изучения там даосизма, много всего, там, древнего китайского языка, там, и так далее. Вот. И я вот возвращаюсь с каникул, и мы с ребятами, говорим, кто где был? Да, я там, в Флориду ездил, да, а я говорю, я был в православном монастыре. Что это такое? Они совершенно не понимают. Реакция, cool, круто, да? То есть, а что это такое?
Вопроса нет. А почему? Вообще, то есть у тебя есть свое право, да? Мы там в бассейне, там, мы там в Майами, мы в этом, ты в монастыре, все одинаково cool, все одинаково здорово. Это тоже вот какой-то такой оттенок свободы и отсутствие вот смыслов, то есть вот эта плоскость, об которой смыслы разбиваются, да? Может, мне и хотелось бы рассказать о том, где я был, но меня никто не спрашивает. Да? У меня есть право ездить в этот самый странный монастырь, тем более, что слово «ортодокс» у них, скорее всего, ассоциировалось с иудаизмом. Скорее всего, да. Но спасибо вам, что мы все-таки сегодня о смыслах поговорили. Спасибо. Спасибо. Коллеги, это было блестяще. Да. Спасибо огромное. Я такое удовольствие получил. Спасибо.